Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Помните, что у нас отличный сервис, широчайший ассортимент запчастей и быстрая доставочка. Кликаем на колокольчик и подписываемся на канал. Также заходим на наши соцсети и участвуем в нашем новогоднем розыгрыше сертификатов. Поверьте, сумма там не маленькая. Так как видео с дизельным мотором Volvo за пару месяцев набрало 200 тысяч просмотров, сегодня мы вам подготовили 2.0 турбобензин. Двигатели Volvo с 4, 5 и 6 цилиндрами являются модульными, то есть они созданы по единой архитектуре с диаметром цилиндров 81 или 83 мм. Двигатель, который мы сегодня разбираем, это 2-литровый 5-цилиндровый турбированный агрегат. По сути, это тот же 2.4, 2.5, только с ходом поршня 77 мм. Вообще, модульные бензиновые двигатели Volvo выпускались с 1991 по 2016 год. 2-литровая пятерка появилась на Volvo 850 в 1991 году, а турбиной этот двигатель был оснащен в 1994. Наш мотор снят с Volvo S60 2001 года с пробегом 250 тысяч километров. Так как эти двигатели были спроектированы аж в 1980-х годах, они очень надежные. Довести их до механической поломки можно лишь только откровенно хреновым обслуживанием. Двигатели даже с турбинами ходят по 500 тысяч километров. Но неисправности случаются, и сейчас мы подробно о них поговорим. Если атмосферный либо турбированный двигатель перестал тянуть с низов, либо перестал ехать на высших передачах, значит причиной может быть сетка бензонасоса, которая находится в баке. Ее можно просто снять и прочистить. Если двигатель Volvo не заводится, а бывает и такое, то причиной может быть датчик распредвала, датчик коленвала, электронный блок управления, либо бензонасос. Если двигатель Volvo не заводится с первого раза, то нужно проверить подачу топлива в рампу, то есть само давление и скорость его нарастания, либо падения. Также можно проверить и форсунки. Соответственно, проблема может быть в бензонасосе, либо перепускном клапане, стравливающем давление. Также может течь одна из форсунок. Сильная течь может привести к наполнению цилиндра топливом, и в результате мы получим гидроудар при запуске двигателя. У многих двигателей Volvo есть верхняя опора, на которой он как бы подвешен, и он зафиксирован от продольных перемещений. Если вот этот демпфер изнашивается, то при резком нажатии акселератора мы можем слышать стуки. Первый образец опоры до середины 2000-х был откровенно слабым и ходил примерно 40 тысяч километров. Затем опору усилили, и потом она начала ходить 150-200 тысяч километров. И еще можно добавить, что насос ГУР на Volvo далеко не вечный. Ходит он примерно 10 лет, а при неисправности он начинает гнать стружку. И жидкость в ГУР Volvo надо заливать только оригинальную, либо ее аналог Pentasin CHF11S. И больше ничего туда лить не надо. Дроссельная заслонка Volvo прячется под впускным коллектором. Я держу в руках печально известную дроссельную заслонку от Magneti Marelli. Она сама по себе ненадежная и недолговечная. Выходит из строя датчик положения заслонки, а именно протираются дорожки потенциометра. Volvo признала эту проблему и дала гарантию на дефектный узел 10 лет. Турбины на шведском моторе японские, надежные, с охлаждением картриджа не только маслом, но и антифризом. Ходят они без проблем 200 тысяч километров. Ну а если все-таки турбина износилась, то об этом говорит огромный жор масла до литра на 1000 километров. Так как мы помним, что в «АвтоСтронге» есть все, это турбина с Volvo C70 2000 года, это турбина с нашего мотора. Они визуально похожи и по моделям они одинаковые, но помним, что они не взаимозаменяемые. И также обратите внимание, что более поздние турбины, они уже твинскрольные. В целом моторы Volvo по турбонаддуву проблем не создают. Если вдруг что-то случается, то следует смотреть утечки воздуха, либо проверять датчик давления наддува.
Система вентиляции картерных газов здесь не вечная. Некоторые специалисты рекомендуют менять маслоотделитель, патрубки и хомуты вместе с заменой ремня ГРМ, то есть каждые 90 тысяч километров. Признаки проблем системы вентиляции картерных газов. Первое. Двигатель троит на холодную. Второе. Масло выдавливается из сальника. И третье. При работающем двигателе виден дымок из щупа. Это те самые картерные газы. Обычно первыми сдаются сальники распредвалов. Также может протекать прокладка маслонасоса. Самое худшее в этой ситуации, что двигатель, который не жрет масло, может потерять несколько литров. А еще хуже, если масло попадет на ремень ГРМ, и тогда он может перескочить, либо порваться. Обычно на турбированных моторах Volvo две муфты. У нас же она одна, на выпускном распредвале. Из-за особенностей конструкции муфт в моторах Volvo течь масла по переднему сальнику распредвала может возникать сама по себе из-за износа и выработки. Из-за износа муфта начинает стучать и теряет соосность с распредвалом. Здесь мы видим уже небольшое запотевание маслом и люфт. В муфте при заведенном моторе слышится именно вот такой звук. Особенность конструкции муфт Volvo в том, что здесь находится поршень, соединенный косозубыми шестернями с корпусом и распредвалом. И за счет продольного перемещения поршня и происходит изменение положения распредвала относительно коленвала. Управляет муфтой классический клапан со штоком, и при его неисправности бывает такая ситуация, когда двигатель заводится и сразу же глохнет. Кстати, клапан здесь уже менялся, потому что он чистый, новый и оригинальный. Особенность двигателей Volvo заключается в том, что здесь нигде нет уплотнительных прокладок. На стыках используется гермет. Так как масло меняли в моторе не часто, здесь мы видим обильные масляные отложения. Также здесь мы видим 2 распредвала и 20 клапанов. А гидрокомпенсаторов в этом двигателе нет. И обратим внимание, что клапанная крышка является верхней постелью распредвалов. Кстати, о постели распредвалов. Состояние, в принципе, удовлетворительное, но на первой опоре мы четко видим задиры. На пробегах 250-300 тысяч возникает необходимость поменять маслосъемные колпачки. В данном случае мы видим, что эта необходимость уже наступила. Случается, что на моторах Volvo пробивает прокладку, и тогда антифриз попадает в цилиндры, либо масло попадает в антифриз. Двигатель здесь алюминиевый, гильзы у нас чугунные, и с ним реально ничего не случается. Но в данном случае здесь мы можем нащупать бурт, то есть мы можем понять, сколько чугуна улетело вместе с газами. Ну и как мы видим, из-за хренового масла очень страдают поддоны. Мотор у нас в плачевном состоянии, сетка маслозаборника забита. И мы не удивимся, если мы увидим ободранные вкладыши.
Несмотря на то, что у нас беда по моторному маслу, кольца у нас не залегли. Маслосъемное кольцо, оно подвижное. И, кстати, здесь оно наборного типа. На этих двигателях после пробегов 300 тысяч километров иногда требуется замена поршневых колец, чтобы избавиться от жора масла. И, само собой, вкладыши у нас пострадали. И без измерительных приборов визуально видно, что коленвал у нас очень изношен. Разборка закончена, и такое состояние двигателя абсолютно не свойственно для двигателей Volvo, потому что у них обычно очень заботливые хозяева. Итак, внимание, третья часть Бит и Крашен на следующей неделе. Так что ставьте лайк, делитесь этим видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти и помните, с вами была компания «АвтоСтронг».